Кал, зумерское говнище, у каждого свои вкусы, хватит. Бля, ну это какой-то цирк. Попытка срубить бабла лично на тебе. Так в этом и прикол, блин. Что здесь не так? Порой вот реально жопа начинает с этого гореть. Ох, ребята, чувствую, это видео поднимет бурление в комментариях. Ну, рубрика располагает, так сказать, но сперва я объясню, что здесь происходит и зачем. В этой рубрике я читаю гневные, пропитанные ненавистью комментарии относительно тех игр, которые лично я не считаю плохими, а где-то даже достойными. Но если честно, то в смысл этой рубрики я закладываю второе дно. Игры — это лишь предлог. Эта рубрика не только про игры, но еще и про игроков, про людей, которые пишут эту самую желчь в комментариях. Ну и если у меня получится развивать эту рубрику именно в этом ключе, то я буду продолжать. Надеюсь, с вашей поддержкой. Поэтому, дорогие друзья, готовьтесь. Сегодня мы погрузимся в мир желчи и дерьма. Одним словом, комментарии в Steam. Ну и хочется, конечно же, добавить, что конкретно у тебя, дорогой зритель, мнение может не совпадать с моим, и это абсолютно нормально. Ведь все дело в том, как именно ты выражаешь это самое мнение. А также в этом видео я не собираюсь кого-то переубеждать, я лишь делюсь своими мыслями и впечатлениями после прохождения игры, ну и делюсь с вами комментариями, которые меня зацепили. Что ж, а теперь Need for Speed Unbound. Давайте начинать. Я Эд, а это история одного стритрейсера. Говоря о серии Need for Speed, в воздухе всегда витает вот этот флер на тему того, что круче, чем Underground и Most Wanted, ничего нет и никогда не будет. Здесь я хотел бы дать свои комментарии, и не подумайте, я без негатива. Более того, я сам являюсь большим любителем Underground 2 и Most Wanted. Последнюю я вообще перепроходил вместе с вами на стримах, было круто и весело, и большое всем спасибо, кто участвовал. Мне вообще вот-вот стукнет 30 лет, я застал эту классику лично. Я точно так же, как и вы, вырос на этих играх. И вот именно в этом и кроется, как мне кажется, проблема, дорогие мои друзья. В какой-то момент меня просто осенило, и эта мысль на подумать в том числе и вам. А что, если наша любовь к Underground и Most Wanted подпитывается сильным чувством ностальгии? Вот этими теплыми чувствами из детства, когда подобные игры были самым настоящим прогрессом и рывком вперед. А порой мне кажется, что у многих игроков это и вовсе перерастает в синдром утенка. Это когда первое, что ты увидел, будет для тебя всегда самым лучшим. Ведь все мы любим эти части за атмосферу стритрейсинга, за крутые тачки и тюнинг, за музыку и за драйвовые погони от полицейских. И проходя Unbound, я задался вопросом, ну а разве здесь этого нету? Но разве в Unbound нету атмосферы всей этой уличной движухи и жизни стритрейсеров? Разве тут нет тюнинга авто или нет музыки, которая хорошо попадает вот в этот вайб и стиль? Понимаю, музыка один из самых спорных элементов в этой игре, но мы это еще обсудим. Так что же именно делает, ну, например, Most Wanted лучше, чем Unbound? Сможете ли вы дать такую характеристику? Привести какие-нибудь аргументы, кроме, ну, там было по-другому, атмосфера была не та, было круче. Что значит было круче? Может быть, это атмосфера не игры, а атмосфера того времени, когда мы были детьми и играли в эти проекты. И именно это усиливает нашу любовь. Между Unbound и Most Wanted почти 20 лет. Дети, которые играли в Most Wanted, выросли. Все вокруг поменялось. Сама культура стритрейсинга будто бы осталась где-то там позади, с первыми частями Форсажа, но это чисто по моим ощущениям. Мы ведь с вами тоже изменились. Мы тепло вспоминаем время, когда, приходя со школы, садились проходить этот чертов черный список на квадратном мониторе. Я все это к тому, что, пройдя Unbound, я получил точно такие же крутые эмоции от физики авто, управления, автопарка, от атмосферы уличной жизни рейсеров, от очень драйвовых погонь от копов и микроменеджмента. Да, эта игра воспринимается по-другому, вероятно, за счет визуального стиля и атмосферы современных улиц. В нулевых стритрейсерами были брутальные типы в джинсах и майках, а не полумальчики в лосинах, и музыка была такой. А теперь она стала вот такой. Но другая атмосфера разве означает что-то плохое? Мне кажется, что задача по передаче этой атмосферы выполнена хорошо. Что самое главное, этот жанр должен давать нам чувство эйфории, когда ты летишь на BMW по автостраде, и напряжение в районе жопной мышцы, потому что у тебя на кармане несколько тысяч баксов, а по твою душу уже выехали копы на пикапах. Поэтому я не могу согласиться с тезисом, если он встречается, что Underground и Most Wanted лучше, чем Unbound. Наличие другой музыки, которая в целом попадает в тон
общая атмосфера игры и персонажей не делает игру плохой. Я считаю последнюю часть серии на момент 25 года одной из достойнейших. Дальше я дам кратко несколько пунктов про главные аспекты игры лично от меня. Первое. Стритрейсинг и вся вот эта тусовка, стиль и музыка, как я уже сказал, все это отлично передает нам ощущение этой жизни. Наш герой — это простой механик, мечтающий о классных тачках и ночных покатушках за деньги. Игра дает нам понять, в каких реалиях мы находимся, в том числе и через стилистику и внешний вид героев. Он как бы такой, немножечко йоу, как бы это ни звучало. Второе. История в игре, она обычная, давайте будем говорить откровенно. Она по сути является довеском к геймплею, как по мне. Простая как 3 копейки, дабы ты не напряжно давил на газ и получал удовольствие. Electronic Arts уже пробовали и в синематике, и в голливудчину, если вспомнить какой-нибудь The Run, к примеру. Но будто бы не за сюжеты любят эту серию. Здесь просто отрисовали мультяшек, опять же, как по мне, неплохо. Меня это вообще не смущает, и ожидания от сюжета у меня были ровно такие, как оно есть на самом деле. Третий пункт — это тюнинг и стайлинг. Все это есть, и лично мне его хватило. Но я из тех игроков, кто не очень любит излишков в плане внешнего вида, поэтому тут достаточно спорно. В моей памяти всплывает стайлинг из Underground 2. Там было много всего, даже разную аудиосистему можно было устанавливать в багажник. Правда, там стайлинг авто напрямую влиял на рейтинг этого самого авто, что открывало новые гонки. В Unbound такого нет, и я это считаю за плюс. Тут вообще другой концепт в плане гонок и продвижения по игре. Четвертый пункт — музыка. Да, один из самых горячих пунктов. Честно скажу, такую музыку я не слушаю, но в контексте конкретно этой игры она ощущается на своем месте. Я больше из лагеря тех людей, кто тащится по саунду из олдскульных Need for Speed, но нужно понимать, что здесь такой жанр был бы не в кассу, поэтому я стараюсь относиться к музыке в Unbound более спокойно. Ну и пятое — погоня от копов. То, за что многие любят Most Wanted. Прекрасно понимаю и поддерживаю, там погони достаточно драйвовые, но и в Unbound они имеют свой шарм, свой концепт. Меня преследования в Unbound, начиная с 4 звезды, напрягают не по-детски. И погони здесь плотно и классно вплетены в геймплей. Об этом я расскажу буквально в следующем блоке. И вот за что я готов прям похвалить и реально полюбил эту часть серии, так это за менеджмент своего бюджета. Вокруг этого крутится абсолютно все. Сейчас опишу свои кейсы и как я вообще играл в эту игру. Итак, мы с вами участвуем в чемпионате стритрейсинга под названием The Grand. Мотивация состоит в том, что мы хотим отомстить и вернуть свою тачку. Никогда такого не было, и вот опять. Так вот, у нас есть 4 недели. В конце недели у нас квалификация, для участия в которой есть требования по денежному взносу и классу авто. Сутки разделены на дневной и ночной геймплей. И вот мы выезжаем днем, дабы заработать бабла. Нам доступны различные гонки, у которых также есть требования по классу авто. Если в нашем гараже есть подходящее авто, участвуем. Каждая гонка будет подкидывать нам огонечек в шкалу погони. Где-то половину огонечка, а где-то и целых 3 огонька, поэтому о чем нам нужно думать? Сперва нужно отыскать гонки, где нормально платят, а может заодно и там, где нет взноса. Да, почти все гонки требуют бабла за участие, и это очень важно. Если вы выезжаете в город без денег, то будьте готовы сперва подкопить на каких-то активностях или дешевых гонках без взносов. Также нам нужно смотреть на то, сколько огоньков дадут нам после этой гонки. В идеале найти заезд, где неплохие деньги на выходе и минимальное количество огоньков, дабы после заезда спокойно передвигаться дальше по городу. Шкала погони состоит из 5 огоньков, и эта шкала общая на сутки, то есть нужно понимать, если вы днем уже достигли 5 огоньков, то выезжая затем ночью в город, у вас будет уже полная шкала и вам будет крайне сложно. Я старался делать не более 4 огоньков днем, чтобы потом была возможность залутать ночью какую-то интересную гонку или активность. Что еще реально важного можно сказать о гонках? Настоящим геймчейнджером является то, что в 99% гонок не обязательно занимать первое место, чтобы ее пройти. Это дает нам еще большую гибкость в планировании своего бюджета, так как соперники местами реально жесткие, и это играет нам на руку. Начиная какой-то заезд, мы можем ознакомиться с машинами соперников, прикинуть, какое место нам достаточно занять, чтобы выйти в плюс. Попутно можно кинуть вызов кому-то из соперников на деньги. Суть вызова заключается в том, что вы должны пересечь финишную черту раньше этого гонщика, дабы получить бонус к итоговому выигрышу. И я думаю, вы уже смекнули, насколько интересно устроены механики гонок и заработка. Это реально классно. В более ранних частях у нас была одна единственная задача — выиграть в гонке и непременно занять первое место. Здесь же все куда интереснее. Так, ну и пару слов про копов. Они здесь сбривают, дай бог. Особенно на 5-м уровне вылезают просто какие-то мутанты на своих пикапах и, как говорится, не терпят жестко дать вам зад и отобрать у вас все деньги.
деньги. Да, именно такая цель у полицейских. Если вы попадетесь, то они отнимут весь ваш заработок за день или ночь. Поэтому, когда я чувствую, что я заработал достаточно, а огоньков у меня уже много, и мое передвижение по городу становится опасным, я стараюсь зафиксировать свою прибыль, заехав в гараж. Заработок у вас, в отличие от шкалы погони, отдельный на день и на ночь. То есть, если вас поймают ночью, у вас отнимут заработок за ночь, а то, что уже зафиксировано в вашем сейфе, останется при вас. И вот ты всегда находишься в процессе неких раздумий, а хочется ли мне участвовать в гонке с призовыми в 30 тысяч, зная, что после нее у тебя будет 5 огоньков. А если эта гонка будет на слабой и медленной тачке, ну это вообще отстой, придется именно на ней уходить от копов. Лучше не рисковать всей вашей прибылью, если есть шансы накопить нужную сумму в другие сутки. Я несколько раз в начале игры поплатился за неправильный выбор, и было очень обидно терять столь драгоценные бабки, заработанные потом моих сосков на геймпаде. Вот именно эти основные аспекты меня покорили, реально покорили. И я не понимаю, почему об этом никто не говорит. Ну, по крайней мере, я не встретил этого в обзорах. У тебя есть ограниченное количество времени, чтобы заработать нужную сумму, дабы участвовать в квалификации. К тому же, нужно иметь требуемый класс авто, а значит и про тюнинг не забывай, на который тоже нужны деньги. Тут нужно думать и учитывать это все. Мне кажется, что это придает лишь дополнительного интереса игре. Но вот что лично мне не очень понравилось, ну или является для меня спорным, так это музыка. Почти все треки я переключал и мог ездить буквально по 2-3 композиции из всей коллекции. Далее дрифт-заезды. Каюсь, я частенько пропускал их, отдавая предпочтение обычным гонкам. Но не умею я дрифтить в этой игре, даже если сместить настройки авто в сторону дрифта. Если вспомнить Underground 2, к примеру, там физика дрифта была будто бы проще. Я даже ребенком справлялся. Ну и третий момент — это спавн копов прямо рядом с тобой. Ловил такое парочку раз, когда ты едешь, смотришь на карту, думаешь: о, надо повернуть вот сюда, там вроде бы никого нету, поворачиваешь, и он кристаллизуется прямо из воздуха перед тобой. Но опять же, я не хочу записывать пункты про музыку и про дрифт в минусы игры, это лишь субъективное восприятие. Ну и как это частенько бывает, среди многочисленных игроков нашлись и те, кому игра не зашла вообще. Если посмотреть на страницу в Steam, то на момент написания сценария, а это июль 25-го, игра имеет смешанные отзывы. Около 60% позитивных отзывов. То есть почти каждый второй считает, что игра шлак. Неиграбельный кусок дерьма. Этот бедолага 24 часа играл в то, что, по его мнению, не играется. Ну и все как я люблю, никаких аргументов, просто разгрузил дерьма в комменты. 30 FPS с генерацией кадров и DLSS на минимальных настройках Full HD с RTX 4060. Ну, мне кажется, что молодой человек здесь лукавит. Я играл на 2К RTX 4060 с DLSS на качество, и было комфортно. На моем мониторе в 180 Гц уж 30 кадров я бы отличил от более высокого фреймрейта. Поэтому, возможно, у комментатора узким горлышком была не видеокарта. Отвратительно. Просто отвратительно. И нет, дело вовсе не в том, что я олдфак. Нет, NFS 2015 у меня самая любимая часть серии. Но у игры нет вайба, нет атмосферы, нет ощущения от авто, нет музыки, от которой не тянуло бы блевать. Разрабы максимально оторваны от автокультуры. Какой-то хрен с горы почему-то дает нам на выбор разобранный Чарджер, Сильву и Ламбу. Не уверена, стоит ли уточнять, сколько такие машины стоят в реальной жизни. Гонки показано максимально странно. Короче, в это тупо неприятно играть. Пойду катну в хит ради геймплея или в 2015-ю ради вайба. А тут я даже жалею о потраченном получасе. По поводу вайба и атмосферы я абсолютно не согласен, но это в целом субъективно, как и про музыку. Но к этому мы еще вернемся, ведь комментатор пишет: какой-то хрен с горы почему-то дает нам на выбор разобранные Чарджер, Сильвию и Ламбу. На экране выбора авто тебе говорят: выберите рухлядь для восстановления. Ты в первую очередь выбираешь машину, которая важна нам сюжетно. Именно поэтому первое, о чем говорит главный герой в катсцене в начале игры в диалоге со своей подругой, это: «Эй, Яс, мы провели все лето, работая над этой машиной, дай мне уже сесть за руль». Главный герой, как я сказал выше, работает в автосервисе у некого Райдела, и долгое время герой работал над восстановлением этой машины, и она важна для нас сюжетно. Комментатор наиграл меньше часа, а это значит, что он так и не доиграл до самого основного. Сюжетная завязка, когда у нас крадут тачку, и мы начинаем путь с самых низов. Думаю, автор комментария сделал поспешный вывод о том, что в игре нет вайба и атмосферы, ведь весь смак игры и все основные механики после пролога. А про то, что гонки показаны максимально
странно, ну вот прям максимально. И что значит странно вообще? Что в них странного? Тусовка рейсеров собирается на какой-то подземной парковке, делают ставки и идут гонять. Что здесь не так? Брал по скидке по цене 3 баллонов пенного, и то, думаю, переплатил. Мне стало интересно, а баллон пива это вообще сколько? Я решил загуглить и нашел вот это на моих любимых ответах Mail. Некая Татьяна спрашивает 18 лет назад: баллон пива это сколько литров? Дмитрий со званием новичок на ответах Mail, но чувствует далеко не новичок. В вопросах пенного отвечает: баллон 2,5 литра, а 5 литров это торпеда. Пиздец. Ладно, вернемся в Steam. Видим, что к оригинальному отзыву накидали еще ответов. Факт, лучше бы опять скачал какой-то Most Wanted, покатался бы пару часиков и удалил. Если бы я знал, какой это кал, то и за бесплатно бы его не скачивал. Блин, я в шоке с того, как некоторые пишут, что за бесплатно бы не скачал. Ну это просто какая-то жесть. Ну вот прям настолько плохая игра, вот прям за бесплатно бы не взял. Ну, что я хочу сказать про эту игру. НФС должна сдохнуть, чтобы появилась новая НФС. Люди, которые делали физику автомобилей, даже в такой аркадке, вообще не понимают, как машина должна ехать. На скорости колеса можно повернуть, запомните. Менты, это отдельный вид мазохизма. Уход от погони должен приносить удовольствие, а не пот, боль и нервы. Эта игра — это 80% ухода от копов. Они всегда рядом с тобой и бдят тебя, даже когда ты срешь в туалете. Покупка этой игры — самое худшее, что может произойти. Кусок кала, брать ее смысла ноль. Эта игра не принесет тебе удовольствия. Про погоню отвечу так. Говоря словами комментатора, погони и в Most Wanted приносили мне боль и нервы. Кстати, куда больше, чем в Unbound. Поэтому по поводу удовольствия, мне кажется, что удовольствие должен приносить вкус победы и момент ухода от полицейских, когда они наконец-то тебя потеряли или ты хитрым маневром устранил машину копа. Сама же погоня должна быть напряженной. В этом и суть, эмоциональные качели. Адреналин при погоне, а дальше удовлетворение. Думаю, что основная мысль коммента про погони и копов в том, что копы душат. Часто видел именно такое выражение, что копы везде, копы прям всегда рядом, и они всегда душат. Я лишь заметил следующее: чем выше уровень погони, тем их больше встречается в городе в принципе. А ночью их становится еще больше, что делает ночь куда опаснее. Я ничего плохого в этом не вижу, духоты не ощутил, перевеса в сторону копов я не увидел. А если вспомнить Most Wanted, где нужно было набивать очки рейтинга, гоняясь с копами, что могло также занимать прям часы геймплея, извините, это, видимо, другое. Но обзор человек закончил, как я люблю. Кусок кала, брать ее смысла ноль, эта игра не принесет тебе удовольствия. Что ж, все ясно. Слишком много йоу, бро и пис. Вот это я понимаю отзыв на игру, да? Настоящие мужики в это говно не играют. Отвратительно. Убогий сюжет, притянутая политическая повестка, абсолютно максимально всратый саундтрек. Алло, любители рока и металла еще существуют. Но даже если предположить, что всем вокруг нравится только рэп, то он тут все равно всратый. Нет ощущения скорости вообще. FOV настроить нельзя, только устанавливать сторонние моды. Сомнительная система гонок день и ночь, хотя кому-то может и понравиться. Физика, а точнее ее отсутствие. Разницы между машинами вовсе не чувствуется. Погони с полицией унылые. Карту с расположением всякого собираемого хлама надо покупать в виде DLC за 5 баксов. При этом эти клоуны не удосужились сделать хотя бы нормальный фильтр на карте. Плюс тачки хорошо отрисованы, но это было в любой части НФС. В общем, контора 3 дворасов держит марку. Я не знаю, кому это вообще реально понравится. Зачем я играл в это говно 42 часа? Но вот как-то так вышло, что привык даже в стрёмных играх выбивать все ачивки. Играл во все части, начиная с первой, кроме Undercover, Раны 2015. Это однозначно будет где-то внизу списка. Но по поводу сюжета я уже говорил, он не убогий, он просто довесок к геймплею, к этому нужно относиться по-другому. Сюжет выполняет роль связующего звена, чтобы ты двигался от начала игры к ее концу. Какого уровня сюжет вы хотите в этой игре? Политической повестки в игре как бы нет. Я ее и сам не нашел, даже загуглить пришлось и все равно не нашел. По поводу музыки. Говорю как человек, который слушает прям тяжелую музыку с детства. Никто не обязан вставлять в каждую часть Need for Speed металл. Ну успокойтесь вы уже, у каждого свои вкусы, хватит. Нет ощущения скорости вообще. Ну, возможно, стоило разогнаться чуточку быстрее, чем 30 км в час, не знаю. Я порой достигал такой скорости, что банально не успевал реагировать на появляющиеся повороты. Сомнительная система гонок день и ночь. А чем она сомнительная? Ну чем? Рейсеры не могут гонять днем и ночью? Что сомнительного в смене времени суток и гонках в разное время суток? Разницу между машинами, кстати, лично я ощущал. Благодаря мини-заданиям по доставке авто, там от пикапа до старого Porsche разница есть.
В основном это касается управляемости на поворотах, на ощущении разгона. К примеру, тот же пикап ощущается вот прям тяжелым. Погони унылые, ну это какой-то цирк. Тому кенту погони доставляют боль, это плохо. Этому погони унылые тоже плохо. Как вам угодить-то, елки-палки, а? Need for Speed Unbound это тот же Need for Speed Heat, только в очень херовой обертке. Они умудрились испоганить все, от управления до визуала и оптимизации. Я играл во все игры серии Need for Speed, и ни одна из них не была настолько хуевой. Да камон, даже Need for Speed Payback в разы лучше. Вот тут хочу поделиться своими эмоциями от Need for Speed Heat. Мне она не очень понравилась. После Unbound управление авто мне показалось странным. Почему-то легкое нажатие на левый триггер на геймпаде было похоже на нажатие ручника. Сама физика авто отличалась очень сильно и было непривычно. Погони от копов тоже понравились сильно меньше. Музыка во время погони вообще не попадала в напряжение, как по мне. В общем, я достаточно быстро удалил эту игру, она мне показалась просто скучнее, чем Unbound. Это я все к чему? К тому, что я не согласен с утверждением, что Unbound это тот же хит, только в очень хреновой обертке. Вообще не тот же хит. Графика Need for Speed Heat 2.0. Никому не вперлись эти спецэффекты. Плохая оптимизация, некачественные текстуры. Игра, чтобы срубить бабла на детях. Не покупайте это. Возврат. Когда уже выйдут ремейки старых и качественных Need for Speed Underground 1 и 2, Need for Speed Most Wanted, Need for Speed Carbon. И опять тут про хит. Ну и понять бы, это минус для автора коммента, что графика такая или нет. Ну, наверное, минус. Правда, что не так с графикой, не ясно. Спецэффекты — это лишь эффекты, которые подчеркивают общую стилистику. Вот у нас рисованные персонажи, да, к этому нужно было добавить что-то еще. Вот тебе и сбор граффити, вот тебе и в этом же стиле крылышки, которые появляются в момент отрыва от земли, вот тебе и рисованный дым на Бёрнауте. Опять же, ты про эти эффекты забудешь достаточно быстро. Это вот прям если совсем докопаться хочется. Вот по поводу ремейков, вот именно об этом я и говорил. Unbound, чтобы срубить бабла на детях. Ну, тогда ожидаемые тобой ремейки Most Wanted и Underground — это попытка срубить бабла лично на тебе. Кал, зумерское говнище, мусор, тухляк заднеприводный. Вот пару говнокомментов, ловите. Боже, ну и санина. Чувак провел в игре полчаса. Полчаса, чел. Ты серьезно? Не тратьте деньги на этот мусор. Я уже вижу эту картину, как чел поиграл 3 часа, пошел написал отзыв, что игра полный мусор, и потом пошел еще 5 часов играть. Ну, я просто похлопаю. Как же это воняет говной. 0,2 часа. Это 1/5 от часа, а это 12 минут. Ну, это глубочайший анализ игры. Разраб даун. Ну, тут, пожалуй, без комментариев. Я вообще не знаю, что должно произойти, чтобы писать вот такое и именно так. Игра кусок говна. Я манал эти копейки дрочить. В хит и то больше дают за заезды, даже если не первым приехать. А тут это пипец. Каждый раз по 2500, а если хочешь побольше заработать, то иди взнос плати, где нет гарантии, что ты выиграешь, и в итоге не окупишь взнос. Игра в целом симпатичная и интересно играть, но этот гринд меня заебал. Ля, так в этом и прикол, блин. Участники заезда скидываются в общий банк или призовой фонд, называйте как угодно, а потом эти деньги делятся в определенном отношении в зависимости от занимаемого места. Конечно, у тебя нет гарантии, что ты получишь деньги. Ты можешь выйти в плюс, можешь в ноль, а можешь в минус. Прикинь, или ты нигде, блин, не встречал такой схемы. Блин, мать его, порой вот реально жопа начинает с этого гореть. Ребят, не знаю. Хотите играть? Играйте. Смотрите обзоры, если не уверены, тратить деньги, не тратить. Опять же, всегда можно вернуть потраченные средства. Не забывайте про условия для выполнения рефанда. Если читать обзоры в комментах, то нормальные и адекватные. Таких, слава богу, достаточно. И большой респект тем, кто все подробно описывает и делится мнением. А вот этот вот понос в обзорах не читайте, пожалуйста. Оставьте это мне. За вас это буду делать я, Эд. А на этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.